metal detector which throws up. Всем привет! Осенний бум релизов продолжает радовать нас новыми и интересными работами. И на этой неделе отличились не только матерые, но и молодые команды, выпустив реально сильные и достойные альбомы. Смотрим! Открывает выпуск новый полноформатный альбом всемирно известной группы из Швейцарии. Это уже 4-й диск команды, которая была образована в 2007 году, причем первые два были выпущены своими силами. Парни рубят качественный и богатый металкор, ярко выделяющийся разнообразной музыкальной составляющей. Новый альбом получился мощным и мелодичным. Яркие гитарные партии в сочетании с сильным вокалом и бодрыми ритмами создают неповторимый фирменный драйв. Еще одна известная и, можно сказать, легендарная команда, на этот раз из Германии, записала новую полновесную пластинку, уже 8-ю по счету. Коллектив был основан 20 лет назад, и за это время в его составе произошло крайне мало изменений. Участники команды исполняют бодрую смесь таких ярких жанров, как мелодик дэт-метал, металкор и дэткор. А в звучании нового, кстати, реально зачетного альбома нередко прослушиваются элементы индастриал метал. К слову, основные темы песен группы — это антирасизм и антиглобализм. Третий мини-альбом выпустила суровая банда из Мексики, которая исполняет лютый мелодик дэт-метал с элементами дэткор, или наоборот. Кстати, новый диск сложно назвать мини-альбомом. Он состоит из 9 треков общей продолжительностью в полчаса и воспринимается как вполне себе цельная и полновесная работа. Скоростные ритмы, массивные гитарные рифы, агрессивный вокал и использование испанского языка вызывают приятные, но отнюдь не плагиатные ассоциации с ранним творчеством Sepultura. Еще одна относительно молодая команда, основанная в 2010 году в Финляндии, записала второй полноформат. Участники банды рубят качественный и мощный хардкор с яркими элементами трэш-метал. Помимо сильных и объемных музыкальных и вокальных партий, пластинка выделяется разнообразием. Каждая композиция диска обладает своей яркой индивидуальностью. Одним словом, у парней получился действительно интересный и затягивающий альбом.
А на очереди новый 8-й альбом от легендарного шведского проекта, состоящего всего из одного участника, вокалиста и мультиинструменталиста Петера Тектерна. Основное направление проекта, основанного в 1997 году, это индастриал металл с яркой и весьма ощутимой примесью электроники. Примечательно, что проект не является строго студийным. Группа нередко дает и живые выступления, для которых приглашаются так называемые концертные музыканты. Что же касается новой пластинки, то она, разумеется, получилась насыщенной, разносторонней и в целом довольно позитивной. Второй полноформатный альбом представила на суд публики команда из Британии. Музыканты исполняют насыщенный и мелодичный готик-металл с элементами альтернативы, а на новом диске зачастую можно встретить отголоски индастриал-металл. Благодаря своей красочности, импульсивности и профессиональному применению электроники, альбом затягивает с самого начала и продолжает держать в приятном напряжении вплоть до яркого финала этой концептуальной истории. Также второй полноформатной работой порадовала молодая и перспективная группа из России. Участники этого, без преувеличения, зачетнейшего коллектива исполняют экспериментальный стоунер-металл с примесью прогрессив-рок и даже электроники. Вокал в творчестве группы отсутствует начисто, что по сути является скорее правилом, чем исключением для подобных направлений. Однако этот факт никоим образом не влияет на уникальность и высокий уровень действительно интересных и завораживающих треков команды. Музыка следующей группы, представляющей Штаты, в какой-то мере является офф-топом, но не рассказать про этот удивительный диск мы просто не могли. Это уже 7-й студийный альбом коллектива, основанного в 2005 году Кейси Крисчензе, гитаристом и вокалистом пост-хардкор команды The Receiving End of Sirens. Основное музыкальное направление группы — это кроссовер-прог. Честно говоря, новый альбом парней довольно сложно назвать альбомом в обычном понимании этого термина. По факту это большое, яркое и, можно сказать, театральное представление, которое без сомнений понравится всем ценителям качественной интеллектуальной музыки. Ну и напоследок еще один полноформат от еще одной не менее известной команды из Америки. Это уже 4-я студийная работа музыкантов, в которой за 14 лет существования группы также успели выпустить 3 мини-альбома. На новом диске парней вас ждет все та же замечательная смесь альтернативы и постгранж, которая свойственна творчеству этой команды. Сильный мелодичный вокал, бодрые ритмы и зажигательные рифы. Именно эти составляющие придают новому диску такую потрясающе мощную энергетику.
А на сегодня это все. Генеральный партнер передачи – самая крупная сеть рок-пабликов ВКонтакте РМО Медиа Групп. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока!